Hollywood perfect. Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls seem polite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. The girls seem polite in the club every night. Всем привет, ребят, я тут Владимир, вы на канале Инновски. Продолжаем сегодня Тини Бани, глава 4. Напоминаю тебе, что 18+, как ты можешь видеть, никаких секретиков от тебя. Поэтому, если ты тревожный юноша или девушка, или ребенок, или беременная женщина, или мужчина, в конце концов, тоже тревожный, то ты будь осторожен. Здесь сегодня может происходить всякое разное. И может быть даже тебе это могло бы и понравиться, но нельзя тебе. Поэтому давай. Либо смотри с прищуром, либо в присутствии мамы. Наверное, так тоже можно, но вообще не рекомендую. Остановились мы. Надобно вам 3 дедушкины загадки отгадать. Подожди, дедушка заорал нам сразу. Ну-ка. Дедуля, ну-ка ты жди. Ты жди. Дед уже что-то говорит. О, все, дед уже все сказал. По звуку сейчас сразу с тобой определимся, пока ничего не слыхать, поэтому давай пока с тобой поздороваюсь. Рома, привет, Карина, здорово, Александр, Дед Воксел, Роман, просто Альфред, Александр и Артем, Бустер, естественно, здорово. Александр, я сказал привет, Александр, привет. Лайкос ставить не забывайте в конце концов и погнали продолжать. Дед Мороз, надо вам 3 дедушкины загадки разгадать, попробуйте, давайте пробовать. Блин, звук не могу понять, нет музыки. Я не успел разлепить пересохшие губы. Да! Да, достаточно громко, кстати. Ну вот, хорош. Тогда слушайте первую. Я ему не верю. И если ты меня хочешь спросить, а как вообще... Что за тип? Во-первых, маска, во-вторых, у него какой-то смех странный. Он вначале смеется вроде как бы по-старославянски, а в конце такой, как будто бы страдающий. Поэтому что-то дед какой-то мутный. В нем живут машины и хранятся шины. А я тебе говорил. А еще немножко фаршу. Опа, что-то нехорошо. Я посмотрел по сторонам на детей в масках. Угу. Они замерзли в углах, но их тени плясали на стенах. Какая-то чертовщина, кажется, нет? Артем, привет. Кажется, какое-то мясо. Что-то тихо гудело. И я подумал, Рабея, это ворчат их желудки? Гараж! Молодец! Все правильно. Верно. Хе-хей. Ну, что-то мне подсказывает, что мы все... Влад, привет. Мне кажется, мы и здесь сейчас мясом. Теперь вторая загадка. Подключайся, Антон. Сейчас я подключусь. Антон, доставай батин дробовик. Весь день ходит, как тень, посудой гремит, на всех шипит.
Карина, да, это новый сезон. В предыдущей серии была первая часть нового сезона, а это вторая. Поэтому ты беги, пересматривай лучше первую. Весь день посудой гремит и на всех шипит. Чайник? Нет, подожди, посудой гремит кто? Батя? Я вопросительно вскинул бровь. Мама? Походу, да. Оля потянул руку. Можно я? А чё, не мама? Кошка? Кошка! А, реально? Блин. А, и шипит, ну да, это кто-то же должен шипеть. Верно. Хо-хо. Осталась последняя загадка, и подарки ваши. Так, ну, смотри, гараж, окей, а кошка-то чё? Чё за кошка? Я не помню зловещую кошку в этой игре. Только вот незадача, ребятушки. Что такое? Запамятовал я, о чем же была эта загадка. И что, дед, мы тебе сейчас загадку должны выдумывать? Почему у него... это хозяин леса, да? У него шапка раздвоенная, у Деда Мороза не такая, а он рога прячет, пес паскудный. Я тебе говорю. А может, наши друзья зверята нам подскажут? Вот слышишь в конце смеха у него... Ну да, это скорее всего блеяние, это же, он же полукозел там, сатанистский вот этот вот. Или кто там, я не знаю. Ряженые дети с гоготом и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение закружиться в бешеном хороводе, смутно напоминающем пляску у моего окна в ту злополучную ночь. Хороводы очень похожи на вот эти вот обрядческие все штуки. Как они называются? Когда люди верят вот в разные силы природы, там в духов, бесов, вот это вот все. Ну, ты понял. Дед Мороз сидит на троне, пряча бороду в мешок. Не томи нас слишком долго, разреши скорей. Скорей. Мешок! Не уверен. Сиджей, привет. Вот слушай. Блин, смех. Ну сейчас было нормально. Убедили старика. Получайте. Там мясо точно. Он высыпал из багрового мешка гору угощений, каких я не видел даже в рекламе. Ну почему? Таких ты видел точно. Не реклама. Ирис кис-кис. Вот тут, наверное. Жвачки самых разных форм и расцветок, вкусно пахнущие, с торчащими вкладышами. Ой, фрукты пошли, ты чё? Леденцы размером с кулак и мандарины размером с оленину голову. Ну, мастер, привет. А еще сникерсы, марсы, баунти, киндеры, сюрпризы, которых мы так давно не пробовали. Спасибо! Я все равно ему не верю. И вообще, мне кажется, что вот эти конфеты... Смотри, как Твикс написали. С ошибкой. Милки Мэй. Я не верю, мне кажется, это какая-то фигня. Мне кажется, мы одурманены, и это, скорее всего, не конфеты. Я ему не верю. Я вытер рукавом выступающие слезы радости, когда мой внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. Видишь, он заморгал, и что-то как будто бы изменилось в моей фантазии. Именно этого я и хотел для себя и сестры. Настоящая небыляндия, без унижений и запретов. Ну, как говорится... Дети плохих родителей уходят в небыляндию. Наконец-то мы будем счастливы. Yes. Да, смотри, плащ какой-то тоже. Так не должно быть. Дед Мороз распрямился, покидая трон, и воздел руки над угощениями. Блин, это мне не нравится, то, что сейчас происходит. Звери по бокам тоже подняли лапы. Их глаза блестели ярче драгоценных камней. Пасть волка была мокрой от слюны. А будет пир на весь мир! Звери, толкаясь и рыча, бросились поедать конфеты одну за другой. Рты у них были вымазаны чем-то темным.
Что-то мне уже нехорошо. Сохранение сейчас? Давай, ладно. Я не знаю зачем, но давай. Так, а куда? Ну давай куда-то вот сюда. Сестра схватила первую попавшуюся конфету и содрала фантик. При виде этого я почувствовал, что внутри меня будто качнулся маятник. Ага, вот тут вот здесь надо сохраниться, я согласен. Тогда го, наверное, вот сюда. В раздел дилеммы. Yes. И потом пересмотрим, что будет, если не выбирать их. Отказаться или принять? Ну, слушай, у меня масса сомнений, естественно. Да? Ты тоже не веришь, да? Как будто бы какая-то шлящ. Есть же? Есть же? Люди сильные. Откажись. Окей, давай откажемся. Ну, окей. Ну, блин, ну, сестра, подожди. Ну, слушай, нас так провоцируют. Я, честно говоря, это, конечно, провокация. Типа, откажись, сестра будет грустная. Типа, согласись, сестра будет радостная. Ну, хорошо, давайте я как тряпка соглашусь с вами. Но игра как бы нам такая подсказывает. Да ладно, что ты принимай, ну Дед Мороз же. Ну блин, у Деда Мороза рога под шапкой, очевидно же, ну ты чё? Давай я откажусь. Сестра, ты чё ты грустишь? Мандаринку лучше возьми, конфеты, знаешь, этот карис, все дела. Я вцепился в Оле на запястье так, что она пискнула от боли и от неожиданности. Не ешь. В смысле? Подожди, отказаться, в смысле, отказаться, ну окей, это, видимо, массовый баф на всю команду. По залу прошелся неосторожный шепот, шевельнулись ушки масок. Ушки масок. Когда шевелятся ушки масок, я тебе рекомендую отойти подальше. Тени перебежали с места на место. Что такое? Что случилось? Зубы дорого стоят, просто не хочу рисковать. Ничего страшного. Ты уверена? Я нет. Просто Тоша верит в несуществующий диабет. И это тоже, да. Кстати, там вообще много проблем еще от этого, так что да. Расказни родителей. Оп. Волчик? Похоже на Вовчик, кстати. Разбудите меня, когда он перестанет валять дурака. Дед Мороз склонился надо мной. Я надеюсь, нас не будут фаршировать конфетами. От него пахло карамелью и совсем чуть-чуть сыростью. Давайте не будем портить праздник, друзья. Блин, Антон, доставай батин дробовик, я тебе говорю. Сегодня каждый должен веселиться. Ешьте и пляшите. Я буду плясать. У меня заготовлен нижний брейк. Оля попыталась отнять руку, но я не разжал хватки. Я посмотрел на сладости с высокого... На сладости на высокого старика и, принюхавшись к просачивающемуся запаху. Есть ощущение, что это фарш. Гниль, маскированная приторным ароматом, вонь дикого зверя. Блин, мурашки побежали по башке. Казалось, какое-то сильное наваждение перестало действовать. Вернулся холод, усталость и страх. Спасибо, но мы сыты. И мы пойдем, наверное. Мама с папой переживают уже. Это грамотно. Пойду я, пожалуй. Я потянул сестру к выходу, но Алиса встала на перерез. Блин, нам надо было выбирать Полину все это время, я тебе говорю. О, да. Особенно мармеладки, похожие на червей. В руках она держала фарфоровую тарелку. Естественно. Мне померещилось, что блюдо наполнено опарышами, но как только взгляд метнулся к подношениям, вместо тошнотворно шевелящейся массы там оказались мармеладные змейки. Прошу, Антон. Мы же друзья, правда? Я всегда думал, что это не змейки, а дождевики просто. Какие змейки? Змейки? Мы даже больше, чем друзья. Я теперь уже не уверен. Вспомни, что я обещала.
Никто не причинит тебе зла, пока я рядом. Точно? А я точно могу тебе доверять? Ни тебе, ни Оле. А может быть и не зря мы выбрали, но я не уверен. Так что съешь, пожалуйста, всего одну. Точно? Там какие-то Съешь, а? опасные Антон, пусти! ингредиенты. Пусти! Теперь и ты все мне запрещаешь, прям как мама! Да. Вот как выйду замуж, тогда узнаешь. Оля билась в истерике, силясь разжать мою хватку. Это неправильно. Это неправильно, Антон. Все здесь какое-то неправильное. Так, Вот как? есть такое дело, да. А ты не задумывался, что из неправильного тут только твое мировоззрение? Нифига себе мы заговорили. Я что, на какой-то политический канал попал? Как ты думаешь, что делают те таблетки, которые ты глотаешь круглые сутки, м? Но они точно не прячут от меня замок в лесу. Они искажают реальность, путают мысли, уводят тебя со снежной тропинки. Давай, базар пошел. Я с подозрением посмотрел на Алису, пытаясь найти, в чем ей возразить. Но не смог. Опа, С. Флэшбэк. Вспомнились окровавленная варежка Вовы, отрубленный палец Семена в пакете. Так странно, что отрубленный палец в пакете был в папке с документами, не правда ли? Все это было лишь иллюзией? Это не вопрос, это утверждение. Кто вы? А кто вы реально? А на кого мы похожи? Вы похожи на ряженых извращенцев, людоедов. На кошмара, терзающий мой больной рассудок. С нами вас никто больше не накажет, не Я- запрет в комнате, не бросит в одиночестве. Ха, на Петра. Сиджей, блин, вообще-то да. Но это... Блин, Петр? Я задумаюсь. Отныне никто не заставит вас делать то, что вам не хочется. Так нам не хочется конфеты, дядя, ты что-то путаешь. Ты меня уже, как бы, это самое, что-то валяешь тут. Откуда вы знаете, чего нам не хочется? Мы же тебе сказали, конфет не хочется, что ты пристал? Вали, танцуй там хороводы свои. Старик потрепал за ушком громко чавкающего волчонка. Волчика, будем читать правильно. Я знаю, А я нет. не шепчут ветра и тени, холодные звезды и безграничные небеса. Точно? А может быть, ты просто таблетки не принимаешь? Они говорят, что дети не хотят взрослеть, Питер Пен, это ты? превращаться в тех, кто живет запретами, угрозами, наказаниями. И митингами. Каждое следующее слово он говорил все громче. Нет, вроде бы одинаково. Ожиданием старости и смерти. Разгадал мой секрет. Дети живут мечтами. Так, Я отлично знаю детские мечты о счастливой и беззаботной жизни. точно? А че ты в маске тогда ходишь? Той, в которой есть чудеса и дикая свобода. О, дикая свобода звучит тоже так себе. Голос его был громом, от которого волосы на голове вставали дыбом. Все это будет вашим, стоит только захотеть. Ну, блин, магия какая-то. Стоит только попросить. Так. И совсем шепотом. Стоит только согласиться. Косица. Нифа себе гипноз. Словно эхо повторила зачарованная Оля. Да, моя дорогая. Вкусить это. Вот это? Старец ткнул перстом в сторону лисицы. Я прочитал перцем.
Думаю, 17 плюс так резко. Я прошу тебя, ради всех нас, ради меня, ради сестры. Я не верю деду, но что-то мутит Алиса. Ну, блин, они, понятное дело, они хотят, чтобы больше было вот таких вот масочных детей в лесу. Но это, походу, it's a trap. Зайчик, отведай хотя бы кусочек. It's a trap. И тогда ты все поймешь. И тогда мы все здесь умрем. Опа, С. Нифига нас игра провоцирует. Ты чё? То есть, типа, примешь и прям в рай. Так, хорошо. Не, ну мы, конечно, мы с тобой все-таки сильные люди. Мы, во-первых, сохранимся, потому что мы сильные, сомневающиеся люди. И прогнем свою линию, пока она нафиг не сломается. И, естественно, будем отказываться до последнего, правильно? Чем мы как с тобой туда-сюда? Все, мы отказываемся до талого и уходим. Если дадут шотган, в принципе, я быстро разомнусь. Пошли нахрен. У меня возникло чувство, что ледяной ветер дует из дыр ее глаз. Ее темных, грязных, из темных глазных провалов других зверей и долговязого старика. Морда совы нервно подергивалась. Пасть волка истекала слюной. Медведь переминался с лапы на лапу, враз избившись от сонливости. Избивавшись? Избавившись. На чистом русском читаю. А сзади нависал тот, кто все это время притворялся Дедом Морозом. Я сказал, мы уходим. Псы вонючие, козлы. Твари, ты думал конфетами меня накормить? Я сам тебя накормлю, ублюдок. Я покрепче стиснул руку сестры и, кажется, сломал ее. Блин, Антон, все уже понятно, не надо сжимать крепче. Конфета выпала из ее пальцев и шмякнулась о пол. Теперь и Оля испуганно озиралась. Конечно, ей страшно за руку. Ты держишь ее. Я сказал, мы уходим. Опа. Вот сейчас базар начался. Вот сейчас заряжать дробовик. Алиса передразнивала меня, и вопреки всему я испытал острую обиду. Ох, ну какой же ты все-таки дурачок. Ой. Кажется, сейчас будет босс-файт. Я услышал мелодию флейты, но теперь она напоминала свист хлыста и агонию рыбы, выброшенной на лед. Музыка трепыхалась и била по ушам. А затем ледяной терем заполнил детский плач, перерастающий в звериный лай, хруст костей и звук лопающихся шкур. Уф. Вдребезги разбилась фарфоровая тарелка до краев, наполненная опарышами. Оу, щит. Рыжая шуба Алисы лопнула по швам, выпустив смердящий пар. Оу, щит. Мне не нравится это дерьмо. Это чисто Дарквуд. Ее искаженная морда оскалилась, и вонь шибанула мне в ноздри. Оу, щит! Фу! Антон, куда мы будем убегать? Надо было заточку брать с собой. Лиса кричала, а кровь текла по ее щекам, будто слезы, заставляя шерсть слипаться. Облысевший хвост бил позвонками о стены. Позвонками, да. Я заслонил собой плачущую сестру и плакал сам. Ужас, ввинчивался в живот, бежал по кишкам, подступая к горлу. Хотелось сорвать очки, чтобы всего этого не видеть, выдавить глаза, чтобы навсегда ослепнуть. Оу, щит! Обернувшись к сове, я скривился от отвращения. Черви копошились в перьях ее маски, сгнивший клюв щелкал, как садовые ножницы. Оу, щит! Я отшатнулся, едва не врезавшись в волка. Его морда вытягивалась, кости хрустели. Зубы торчали из гноящихся десен, словно осколки стекла, а разбухший язык неустанно их облизывал. Краем глаза я заметил, как медведь загородил проход.
каждый миллиметр его плоти сочился сукровицей. Личинки заклеивали слезящиеся глаза. Я притянул шокированную Олю к себе, в панике ища выход. Нога угодила в груду сладостей, но это были уже не конфеты. Yes. На полу лежали человеческие останки. Ребра в лохмотьях мяса и выкорчеванные челюсти. Бисер зубов и заплесневелые кости таза. Крошечные черепа и плавающие в реках крови скальпы. Благодарствую за озвучку. Надо мной возвышалась рогатая уродина, сжимая в длинных когтистых руках костяную флейту. Гигантский, сбросивший обличие старца козел. Козел вонючий. Черный, источающий ненависть и злобу, он испепелял раскаленными углями глазниц. Его рога царапали потолок. Бой! Лед откалывался и таял, стекая в грязные лужи, а под ним обнажались металлические стены. Мы в гараже, да? Ой, этот звук. Я понял, что мы обречены в тесном чреве темницы, оцепленные воющими чудовищами. И оставалось лишь крепче прижать к себе сестру и смотреть, как сужается круг, как мерзкие лапы тянутся из кровавого марева. Я разорву их на части. А, щет. Я вырву их глазные яблоки и трахну их сочащиеся раны. Ах ты ж трахун. Пасть рычащего волка клацнула, словно капкан, и густая белая пена брызнула в нашу сторону. Тут же заживо гниющий медведь грубо оттолкнул бешеного собрата. Мой черед веселится. Хочу вам добиться слушайте сраный гундеж. Сраный гундеж? Неплохо. Я же бью самым ужасом гребаной козявки прямо на глазах ее братца. Медвежутка? Это ты? Я заставлю ему съесть собственную сестру. Накормлю его досыта ее потрохами. Пожалуйста, хозяин. Казалось, сейчас его морда треснет, расколется как яйцо, из которого проклюнется что-то еще более мерзкое и страшное. В оскалившегося медведя вцепились совиные когти крючья, не давая тому приблизиться. Когда твои друзья выблядки. Лапы прочь от девчонки. Клокочущий зверинец свалился в кучу, барахтаясь в кишках и талом жире. Они выли, дрались, кусали, вырывали друг дружки клочки шерсти и горсти перьев, готовые растязать друг друга, как свора голодных псов из-за объедков. Вдруг визг флейты отдернул их словно поводок. Алиса! Ай-яй-яй! Хозяин стаи околдовал, страшил своей душераздирающей музыкой, вновь обратив их в неподвижные, молчащие марионетки, верно ждущие команды ФЭС. Козел перестал обгладывать флейту из берцовой кости. В последний раз смолкла дьявольская мелодия, хор вопящих младенцев
угодивших под каток. Кусок сырого человеческого мяса шлепнулся у моих дрожащих ног. Окей, базар пошел откровенный. Вне себя от ужаса я обернулся на Олю. Та лежала в стороне, присыпанная снегом. Совсем как мертвая Белоснежка в мультфильме. Возможно, она потеряла сознание от душераздирающего зрелища. Ну, она уже седая пришла, в принципе. Мне хотелось разрыдаться в истерике, сойти с ума, умереть быстро и беззаботно, безболезненно прямо здесь и сейчас. Но, увы, я не мог. Я по-прежнему оставался в камере пыток, выбирая между ужасным исходом в желудке чудовищ и каннибализмом. Шерстяные мясорубки не сводили с меня свои алчные, вечно голодные глазенки, готовые обглодать и перемолоть все мои кости, если я посмею отказаться от предложения их хозяина. Но стоит мне согласиться, я так же, как и они, навсегда утрачу волю и разум. Превращусь в вечно голодную тварь, пляшущую под дудку кровожадного безумца. И наверняка погублю Олю и всех, кого я люблю. Губы мои тряслись, тошнота выворачивала наизнанку, но я нашел в себе силы и закричал. Никогда и ни за что! Я человек! Я нашел в себе силы и закричал. А знаешь что, хозяин леса? Пошел ты! Ну как тогда? Эти слова могли бы стать моей эпитафией. Антон, Гуд, ты знаешь это слово. Но я понимала, что никому уже не суждено найти мои останки. Настала гробовая тишина. Ешьте их, берите их, рвите на части. Пришло время дробовика, я тебе отвечаю. Самое время. Дикий фанат, здорово. Рогатая тень накрыла нас. Сладкое мясо. Фреш-мит? Отсылочка? Внезапно Алиса метнулась к козлищу и встала между нами, крошечная на фоне огромного монстра. Хвост волочился за лесой, рисуя алый след. Блохи скакали по ее спине и проступившим костям. Подожди. Не спеши так. Не стоит. Что за фигня? Алиса? Ты в сознании? Зайчик нам еще пригодится. Зайчик нас покормит. Вкусненько. Блин, ну это получается тоже потребительское отношение, да? Для медведя и лисы. Зайчик кушать принеси, да? Зайчик кушать принеси. Какая-то старообрядческая мудрость. Пламя в его глазах замерцало. Ну блин, 7 раз отрежь, 1 раз отмерь, получается. Давайте не убивать нас. Замерзшие истуканы недовольно оскалились. Разве это зайчик? Конечно, я тебе сейчас как заячью вертуху пропишу. Разорвать и сожрать. Уху, ладно. Сова не забывает свои корни. Мешок стребухай. Так. Заткнитесь, пустомели. Разве вы не чуете? Разве вы не помните? У них есть идеология? Блин, я ничего не понимаю. Когда он чуть не укусил Луну на снежной поляне. Да, так можно было? Людоеды замолкли, разочарованно сглатывая слюну. Алиса тем временем крутанулась и... Так, ну нет, уже можете не переодеваться, я уже... Хэштег Катя встанька, да, согласен. Согласен, блин, вот Катю жаль. Вновь предстала милым ребенком в маске лисицы, которую я впервые встречал январским утром. Алиса, ну уже все, уже как бы тут насильно Алисой не будешь. Она двинулась ко мне и скользящей походкой растворила весь ужас вокруг запахом апельсинов, по порохам петард и волшебством. Нет, Орех, привет. Ее ласковые лапки нежно коснулись моей щеки, убрали слипшуюся прядь с моего лица.
Ну, это слипшаяся прядь, если бы она была как бы просто на воду прилипшая, а она-то на мочу и слезы прилипла. Так что тут уже все. Уже до свидания. И заключив меня в объятия, Алиса сладко зашептала: «Беги за дробовиком». Тоша, ты хочешь спастись? Уже нет. Я уже конченый, отчаянный. Теперь уже не подходите, я бешеный. Я молча, стиснув зубы, боялся отвести взгляд, чтобы не разрушить мимолетное видение. Милый, скажи, ты хочешь спасти свою сестру? Антон, бей и беги, бей и беги. Ну, либо уже не беги, в принципе, их слишком много. Слезы брызнули из глаз, а я заревел. Да. Хватая лисичку за подол шубы, я продолжал всхлипывать и дрожать. Начинаю ее душить, я не знаю, хотя бы одну заберем с собой. Скажи громче, чтобы все слышали. Хотя бы одну тварь заберем с собой. Не помня себя от горя, я закричал, умываясь слезами. Да! Тварь! Тут же мой рот наполнил металлический привкус крови. Фу, на мясо мне в рот сунуло. Черные пальцы лисицы пропихивали кусок человечины все глубже в мою глотку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я упал на четвереньки, давясь и кашляя кровью, не в силах срыгнуть ставший в горле кусок плоти. Меня вновь обступили со всех сторон разлагающиеся твари. Какое посмешище! Да, действительно жалкое зрелище. Позволь, хозяин, я откушу от девчонки самую малость. Ну, блин, братан, это ультра фиаско, я считаю. Случилась какая-то дичь. Бурлящая злоба утопила мое сознание, и что-то чужеродное и первобытное вырвалось из меня со свирепым рыком. Воу. Попробуй, и я вырву твой поганый язык и засуну глубоко в клаку, ты безмозглая курица! Блин, Антон, давай превращайся уже и убивай всех. Ё-моё. Я в шоке. Зловещие слова ошеломленно отпрыгнула от улюлюкающей лисицы. Ну, лисы, окей. Мой голос смолк, а затем меня сложило пополам. Блюй, Антон, блюй. Изо рта брызнула рвотная каша с непережеванным угощением. Окей, то есть, чтобы их убедить, нужна просто смелость. Блин, Антон, я тебе говорю, там по-любому в гараже есть что-то. Ломик какой-нибудь, хватай и решай проблемы. Палец ткнулся в меня, казалось, что это нож вонзился в солнечное сплетение по самую рукоять. Добудь следующей ночи мясо, а иначе... Алиса молча отступила в тень, а козел приблизил ко мне зловонную пасть и прорычал. Так, ну это, конечно, та еще секта. Он рубанул копытом в пол и побежал прочь, как ошпаренный, забыв про все. В спину неслось многоголосие: съедим, живьем съедим, сожрем. Лед падал мне на плечи кусками, в них замерзли дохлые грызуны. Что? Я вырвался на волю, туда, где сосны шевелили ветками и сыпали снегом, словно кашевары, сдабривающие солью явства. Ветер драл мои волосы. Я повернулся и похолодел. Ну, несложно было догадаться. На моих глазах гараж исчез, растворился слоями, тускнел и становился прозрачным, а потом порыв ветра смел фантом черных стен. Ветра смел фантом, ну, таким фантом, типа фантом. И только сейчас я понял, что давно выпустил руку сестры, и она осталась в логове чудовищ. На месте, где минуту назад стоял дворец, рос сугроб.
из его верхушки торчали девчачья кисть, как крест из могилы насыпи. Что? Вне себя от ужаса я бросился к сугробу и принялся расчищать снег. То есть Оля не исчезла, Оля осталась. Под белой массой оголилось плечо и бедро Оллин и бледное Оллино лицо. Ее посиневшие губы дрогнули. А, она жива. Фу. Я сейчас! При мысли, что то же самое я говорил Кате, у меня пересохло в горле. Я копал и умолял ее держаться. Я надеюсь, этот кусок мяса был не от нее оторван. Уже дошел до живота. О, нет, реально от нее, блин, там про живот заговорили. Голосок был слабым. Ничего, Как ничего, блин. отнесу тебя домой, согрею, шоколадом напою. Ты только не засыпай, слышишь? Ты только... Мои пальцы напоролись на что-то липкое и горячее. И это был не шоколад. Я разгреб снег, он сделался красным и рыхлым. Щет. Это варенье, не смотри. Я сглотнул. Почему ты не отвечаешь? Ох. А что я мог ответить? Все ниже пояса Оля оторвалось. Из ее туловища вырвались кольца кишечника. Оля склонила голову и уставилась на безобразные обрубки. Она истошно завопила. Да. Yes. Ну и скажи потом, что ты не плакал, как сучка. Окей, на этом заканчивается. Спасибо, вы прошли 4-й эпизод визуальной новеллы «Зайчик». Искренне благодарим вас за то, что вы ни разу не обрыгались и не потеряли сознание. Сохраниться. Вот сейчас прям. Реально? Ну окей, я сохранюсь. Хорош. Так, ну тогда что я предлагаю? Раз у нас осталось еще немного времени, я предлагаю помотать. Погрустим потом, в конце стрима, ну точнее после. Предлагаю посмотреть, какие альтернативы мы могли получить. Ну давай, например, посмотрим... Че, перейдем к самому интересному? Или пойдем от сцен, где мы решили не брать Бяшу? Там будет, возможно, что-то другое с Катей происходить. Ладно, давай дойдем до самого вкусного, как говорится, под конец. Сначала мы не возьмем Бяшу и посмотрим, что будет. Если я еще мог поверить в Ромку, как говорится, флешбэк радужный. Если я мог еще поверить в Ромкину дружбу, то вот этого типа брать не хотел, он меня вызывал отвращение. Ты сразу как девчонка обижаешься? Давай, все, вали там это, семки лузгой. Вот уж не подумал, что ты так в роль вживешься. Он ядовито прыснул. Он что, кобра? Да посливно! Тоже мне друзья! Да, команда Альтрона оказалась, конечно, вафельной. Если сгинете, я по вам скучать не буду. Ну, зато ты седым не будешь тоже. Вы... Да иди уже. Выкуси. Так, 3-я лишняя ачивка получена. Беззубая ачивка нарисована. И он демонстративно удалился, бросив кулек с семечками у моих ног. Ну, естественно. Я ждал невыносимо долго. Что еще мог бросить обиженный гопник? Самые длинные 1,5 часа жизни, словно миксер, размололи мой мозг до жидкой кашицы. Одни тревожные мысли нахлестывались на другие. Да. Пропавшая Катя. Лес, пес, маньяк, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Спасения нет. И склепы, могилы, кресты. А Бяша где? Засал, поди? Поди. Так это ж твой кореш. Я думал, вы с ним общаетесь поближе, чем я. Не обязательно было спрашивать Ромку о свидании. По улыбке до ушей становилось ясно, что прошло все великолепно. Ромка шутливо боднул меня в бок. Ну, ходу, Кент. Ходу, Кент. Ходу, Винстон. В это время люди в домах стряпали, смотрели телевизор. Так, это мы знаем. На крыльце курили хмурые женщины. Метели та-та-та. Это мы все с тобой видели, поэтому можем чуть-чуть ускориться, правда?
Но не они заботили меня и пугали. Лес вырос на нашем пути, то ли мы вошли в него, то ли он нас проглотил. Сосны скрипели, из тайги тянулись зябкие тени. Они выгибались в обе стороны дороги, никто из нас не проронил ни слова. Сизая дымка струилась под оврагами, и ее хвосты зависали в прозрачном танце. В лесу тошнотворно пахло воском церковных свечей, мутило рассудок. А снег чавкал, проседая под подошвами. Опять что-то из Оксимирона. Кочки напоминали насыпь на могилах, а кресты заменяли перекрученные хилые деревья. Из заледеневших болот стенала и булькала тьма, злобно завывал ветер, время перестало иметь значение. Так, это мы тоже в курсе. Вот тут начинается что-то другое. В какой-то момент мы уперлись в бурелом. Значит так. Поисковая операция начинается. Поисковая операция начинается, а я, кстати, тебе так скажу сразу. На предыдущем стриме, когда Катю молола мясорубка, там была надпись «Спасти». Я посмотрел у других стримеров и летсплееров, и бла-бла-бла-бла, у них эта кнопка работала. То есть там были сцены, жмешь типа на «Спасти», я уж не знаю, я пробовал и на пробел, и на мышь. У меня не работало, и там были типа сцены, как они пытались ее спасти, но кончается все одинаково. Но немножко было обидно, конечно. Разработчик. Ты че устроил мне здесь? Вот. Куда отмотать? Я и так мотаю, ты че? Далеко не разбредаемся, ищем любые следы Кати или похитителя. Мне вообще интересно, эта сцена будет чем-то, ну, ветка отличаться? Нежелательно, Тоха, поживее. Кроме седого... Уже этого. через час станет темно, хоть глаз выколи. Кроме седого Бяши. Не уверен. Но на самом деле именно Бяша нашел Катин кошелек, или что там было. Наши поиски не дали никаких результатов. Проклятый лес хранил секреты. Мы уже собирались идти домой, как руснула ветка во враге позади нас. В небе заметались стаи испуганных ворон. Ромка с завидной проворностью выхватил нож, ткнул им в подступающую темноту. Слышал, там кто-то бродит. Возможно, наш маньяк. Возможно. О, Рил? Словно сама ночь услышала его слова, соткав из сумрака и копоти высокий грозный силуэт. Существо некоторое время возвышалось над тлеющими во мгле пятнами и корягами, а потом быстро зашагало к нам. Это Бяша, небось. Это явно был не призрак. Приближающийся треск сучьев говорил, что оно материально. Что дальше, Ром? Хорош. А я почем знаю? Ты же хотел его выцепить. Ну, нож-то у тебя. Ты же у нас бродяга, мамин симпатяга. Ничто уже не бежало в нашу сторону, лихо перепрыгивая... А нечто уже бежало, перепрыгивая коряги. Не стой столбом, хватай дрын какой-нибудь. Блин, тащит дробовик бати, я тебе говорю. Такой... материализовался. Не ссы. Я уже махался со взрослыми. Точно. Главное... Главное не ссать, да? Ромка пытался храбриться, но голос его дрожал. Не вздумай меня тут кинуть одного, ясно? Ты же уже бился со взрослыми. Я молча кивнул и увидел, как запыхавшийся мужчина выхватывает что-то из-за пазухи. Мой боевой товарищ яростно закричал и бросился в атаку. Блин, такие лица. Я последовал за ним, крича скорее от ужаса. Вот сейчас базар начался. И тут мы оба встали как вкопанные. Импровизированная дубина выпала из моих рук. Ого-го! В нашу сторону смотрело нарезное дуло пистолета Макарова, вынуждая нас в страхе попятиться. Оно весьма материально, я тебе скажу. Эн, привет. Пятифанов, а ну брось нож! Чтоб вас! Это кто? Это полицейский? А, Рил. Хорош. Неизвестный, брось нож. Неизвестный вышел на лунный свет, и только сейчас я узнал Старлея Тихонова. Он хмуро поглядел на нас, затем смачно харкнул в сторону. Провалиться мне на месте. Да и я сам в шоке. Только вас двоих мне здесь и не хватало. А ты-то чё один здесь лазишь? Ромка злобно ухмыльнулся. Так я и думал, что это ты, легавый, тот самый маньячел. Смотри на Ромина лицо.
Чё за тип? Чисто мем. Пожалуйста, отпустите! Мы ничего не скажем! А, так вот эта фраза с озвучки. Кайф. Блин, я ждал ее, хорош. Да заткнитесь вы оба! Я видел, как это записывали, Антон. Что ты мне рассказываешь? Я в живых 4 часа на морозе провел, а вы мне всю засаду испортили, паразиты. Блин, что за мемная ветка? Тут даже музыка из какого-то, из какой-то комедии старой слышал? Вап-вап-вап-вап-вап. И козюля. Окей. Мы отупленно опустили руки. Полезай-ка в Бобик. Бобик, полезай-ка в... Участки расскажете. Бобик. Что вы тут забыли? Бобик, полезай в Антона. Ой, Антон, полезай в Бобик. Если сейчас титры пойдут, я похлопаю. А, хорош. Блин, нифига, блин, мы Бяшу не взяли, у нас вообще... Мы куда-то вообще не там. В дежурной части почему-то пахло чебуреками вперемешку с сигаретным дымом. Ну, видимо, Бяша здесь был. Блин, если кто-то не знает, что такое чебурек, во-первых, сочувствую, во-вторых, это пирожок с мясом. Из глубины участка приглушенно и тоскливо пела Татьяна Буланова. Если кто-то не знает, кто такая Татьяна Буланова, я вас поздравляю, во-вторых, это пирожок с мясом. Казалось, под такие слезливые песни невозможно работать, только отпевать покойников с разрытыми могилами. Это пирожок со старым мясом. Уважаю старость, но, как говорится, ради комедии. Все ради комедии. Так, а что мы можем смотреть на стул? На спинке стула висел старый противогаз с хоботом. Здорово, что милиция не забывает про тренировки, только вот почему фильтра не видно? Ха-ха, что-то они, видимо, другое через него дышали. Это противогаз здесь используют для чего-то другого, возможно, для пыток. Это я, конечно же, фантазирую. Никто никого там не пытает. Правда, да? Как-то раз папа упоминал мне про обезьянник, камеру, где держат только что пойманных преступников. Толстые прутья решетки выглядели устрашающе, прямо как в кино. Мне даже захотелось нарисовать это место. На секунду я представил, кого бы мог изобразить внутри клетки. На ум сразу пришел Ромка. Надо сказать, он отлично бы сюда вписался. Так, а что-то мы еще можем тут посмотреть? Все, осматриваем. Внимание, розыск. Так, ну окей, раз, два, три, четыре. Ага, понятно. Я мотнул головой, отгоняя мрачные мысли, стянул шапку и провел пятерней по взъерошенным волосам. Снег оттаивал с подошв, оставляя на плитке мокрые следы. Громко тикали часы, а со стенда «Внимание, розыск» на нас глядели сгинувшие ночью дети. В ночи дети. Ну и не только, кстати. И взрослые тоже. Располагайтесь. Будете как дома, да? А ты куда, Пятифанов, присел? Тебя вон персональное место в обезьяннике дожидается. Да ладно, блин, мы напуганные дети, чё ты сразу? Он же, блин, он же не знал, что ты... Он же не орал смерть мусорам. А чё я сделал-то? На офицера при исполнении с ножом напал. Это точно. Ща, моментик. Так. Тебе мало? Да, маловато мне, блин, не фасия. Пропиши мне еще. Милиционер перевел тяжелый взгляд на меня. Ты бы, Петров, друзей осторожнее выбирал. А то, считай, знакомый всего ничего, а ты уже дров наломал. Да я тут еще, знаете ли, дровосек. На учет поставлю, как некоторых. Не надо. У меня не Ой, было... знаем мы ваши учеты, ножа. лишь бы отчетность закрыть. А настоящие преступники до сих пор на свободе. Но-но, Я тебе шо, конь? смотри, не образумишься, как папаша твой. По малолетке загремишь. Так. Я вас еще удивлю. Это всех касается. Будь осторожен, иначе по малолетке загремишь. Пасть закрой. Вот это уже неправильно. Отвечайте, что в лесу делали в комендантский час? А что, комендантский час? А я не знал, я бы не пошел. Константин Владимирович, мы Катю искали. Так. Я заранее догадался, какой будет ответная реакция. Помощнички выискались. Такими темпами вас самих искать придется. В газету захотели попасть. В рубрику «Помним, любим, скорбим». А что, есть, да, такая? Нет, но
Петров, признавайся, ведь не сам ты это придумал. Я-то чё? Пятифанов подговорил, да? Я Все даже- хихоньки да хахоньки. Я даже про комендантский час не знал. Ой. Завел старую песню. Они как семейная пара. Никто меня не подговаривал. Я сам хотел маньяка поймать. Это вам повезло, что вы на меня наткнулись. Это правда. Говорят, можно наткнуться на разное. Я сам не видел, хотя нет, видел. Предупреждал по-хорошему, чтобы ты дома сидел. Ну, что-то было, да. Какой лад, тебе этот маньяк вообще сдался? Косимус, привет. На мажорный лад, естественно. Я виноват, отпустил голову. Награду хочу. Так. Старлей скрестил руки на груди, тяжело вздохнув. Денег, значит. И куда тебе столько денег? Ну куда, блин, дядя, ты видел, где я живу? У родителей долги. О, тем более. Я не в курсе даже был. Да вся страна у нас в долгах, как в шелках. И дальше что? Послушай дядю полицейского, точнее милиционера. Думаешь, твоя пропажа им поможет? Он глупостей не скажет. Я хныкнул от обиды. Да им уже ничего не поможет. Они дня без скандала прожить не могут. Просто хочу, чтобы мы с Олей были счастливы. Очень хорошо сказано. И здесь вмешивается отдел по опеке. И отправляет их обоих в детдом. Тихонов призадумался, барабаня пальцами по столешнице с кипой бумаг. Не плачь, пацан. Все образуется. Не плачь, пацан. И родители помирятся, и маньяка найдем. И Ромку посадим, и Бяши зубы вставим. Ага, и страну поднимем. Ну, мне нравится. Мне нравится настрой, мне нравится вайб этой беседы. Пятифанов, ты говоришься у меня. Станешь четырехфановым. Тихонов оскалился, блеснули крепкие зубы. Блеснув крепкими зубами, я подумал, что все равно не отступлю ради своей Оли. Черт с вами. Да, от Оли, конечно, пришлось отступить. В этот раз устное предупреждение вам. Но не в этой вселенной. Но в следующий раз пеняйте на себя. А за что посадишь-то? Комендантский час же. Ну да. Он погрозил пальцем. Увижу еще раз, что в потемках шароебитесь. Уши откручу. Старлей, поосторожнее, дети все-таки. Последний раз всхлипнула и замолчала Буланова. А я говорил, что она всхлипывает. Наступила гробовая тишина. Будто на автопилоте я побрел к стенду, оставляя за собой мокрые следы. И чё? Теперь я стоял в упор, разглядывая фотографии Семена, Вовки, Кати и Сенечки, а они в ответ таращились на меня. Когда рука Тихонова легла мне на плечо, я недовольно вздрогнул. Эх, Антон, знал бы ты, как часто я на них смотрю. Yes. Лучше бы преступника ловили, а не на фотки пялились. Они на детей мертвых пялись. Это странно. Я думал, Тихонов обозлился, но он проглотил кость наглеца. По-вашему, я не хочу на этого козла браслеты надеть? Опа, новый скин разблокирован. Взять под белые рученьки да к стенке поставить? Да я с этой мыслью и спать ложусь, и просыпаюсь. Ну, такая работа, конечно. Учителя про свое, милиционеры Знаете, про что свое. мне снится ночами? Что? Вам лучше и не знать. Дети всякие? Словно сгорбившись под весом тяжелых мыслей, он медленно пошел к столу и вздрогнул. Мы слушали молча. Дело это глухарь. Глухарь. Андрюха, у нас глухарь. Нашли мы детские следы, Ага. ведущие в лес метров на 50. Да только там они и обрываются. Yes. А дальше сплошная чертовщина. Yes. Привлекли кинологов. На собаки след не берут. Скулят только жалобно. Yes. С добровольцами весь лес прочесали, ни единой зацепки. Лес. Yes. 25 квадратных километров истоптали. Маньяк этот в норах звериных прячется, что ли? Yes. А на днях кто-то из местных заявил, что слышит детский смех по ночам. Мол, это возможно. пропавшие дети к нему с того света являются и в окошко заглядывают. Но нет, это ерунда. С ума все посходили. Ну что тут взять? Так, Еще и улики таинственным образом пропадать стали. пальцы там всякие, да? Не слышал вообще ни разу. Лейтенант помассировал переносицу. А ведь такое в нашем поселке не впервые.
А в какой, блин, во второй? Помню, лет 30 назад был похожий случай. Также исчезали ребятишки. Блин, Пеннивайз мимо проходил просто, да? Захватил. Похитители не парочку. вышли, но все же тогда следствие лучше сработало. 2 детей удалось спасти. И как вы их спасли? Ну, на каком этапе вы их спасли? Вот, сохранил на память с той поры. Так. Милиционер бережно протянул мне пожелтевшее от времени объявление. В смысле? Тихонов Костя пропал, примерный рост, ту-ту-ту-ту, что там темные глаза, волосы, гражданин, имеет... А в смысле что? Батя, это Ромин батя, кстати, на Ромку похож, да? Есть же. Так это были вы? А, это он? О. Так точно. А, ну окей, нам показали, что... Да, действительно похож. Я И ведь чё? в этот участок в первый раз в вашем возрасте попал. Так тебя не от того спасли, дядя. Ты бы знал бы контекст, как я. Ну, примерно. Помню, зима была, метель. Так. Но вот дела. Что со мной было, хоть убейте. Не Ну, естественно. нашел Епифанов. меня в тайге тогдашний Ну, участковый. мастер, так он мог сменить фамилию. Ты чё? Фамилии можно менять. Ты не знал? Можно менять фамилии. Да. Нашел меня в тайге тогдашний участковый. Говорит, лежал я в отключке, весь в сосновых иголках. Так. А потом привел меня в участок и говорит, 30 лет назад меня похитили. Ну и вот эту всю историю. Тихонов качнул головой, пребывая в тумане в обрывочных воспоминаниях. Это благодаря ему я это гиблое дело не бросаю. Ну, понял. Долг мой до правды докопаться. Ну, хорошо Вы же. сказали, что 2 спасли. А второй кто? А второй кто? Да в жизни не догадаешься. Второй, точнее вторая, Мать твоя! Так. О, Лилия Павловна! Распахнулась дверь, и вместе с ветром в участок ворвалась Лилия Павловна. Я подобрался, короче, я подобосрался от удивления, встал по стойке смирно, однако учительница вовсе нас не замечала. Нет ее, не пришла. Вы сказали, придет. Сказали, она у подружек, а ее нет. Так. Нет моей Катеньки. Ну, играли мы в Азер Story, знаем тебя, сволота. Девочка единственная. Лилия Павловна заплакала навзрыд, прикрывая лицо руками. Мы с Ромкой быстро переглянулись. успокойтесь, тише. Да как же мне успокоиться? Кровиночка моя. Кровиночку мы ее тоже видели. Лейтенант обнял Лилию Павловну за плечи и коротко мотнул головой в нашу сторону. Брысь. Брысь-крысь. Все, мы свалили. Пятясь, мы выбрались на порог под немилосердные удары ветра. Дохлый номер. Не помогут нам мусора. Эх, мусора мусоровые. Ну Одна что же вы. надежда на нас самих. Естественно. В эту минуту мне казалось, что в мире нет ничего, кроме ветра и долговязых теней, блуждающих в потемках. И что нам самим суждено стать такими же тенями. Ромка протянул мне руку, прощаясь. Я подумал, что как только разожму его ладонь, то сам очнусь в лесу без памяти, если только меня не сожрут заживо. Он отпустил руку и ушел. А я ежился на морозе, долго еще не решаясь покинуть освещенный пятачок милицейского участка. Входя в дверь, была открыта, покачнулась от ветра. Мне показалось, что по ней штыни покрывают мою кожу. Я стиснул кулаки. Ну и вот мы возвращаемся в колею. Мрак просачивался в прихожую, а с ним, медленно планируя на ковер, влетали снежинки, будто старые па-па-па-па-па-па. Правильно? Да. Да. Идет ругань, тось-бось, да. Все, это мы уже с тобой видели, поэтому... значит, ветку с бяшей мы закрыли. Ну, получается, безмясорубочный вариант. Есть такое? Тогда мы пойдем в гараж. История с бяшей. Бяша седой уже ушел, кошелек уже нашел. Спасти Катю? Ну, посмотрим. Вот эти ветки посмотрим. Если время останется, то мы спасем Катю. Катю спасем. Да, может быть, останется, кстати. Ну, может быть, чуть-чуть подольше будем. Так, мы можем пойти в гараж. В гараже, кстати, будет Катя как раз-таки. Или в милицию. Го в милицию. Со стороны гаража раздался хриплый смех, от которого волосы на голове тут же встали дыбом. Реально?
Но это всего лишь скрипела массивная черная дверь в холодном ветру. Это точно какая-то ловушка. Это точно ловушка, Антоха, надо в милицию. Без милиции мы туда не сунемся. И без того кислое лицо товарища сморщилось, словно укусанный лимон. От укусанного лимона. И Хрен всё. с тобой. Ну и хрен со мной получается. Хрен со мной. Ну и жизнь тоже со мной. Только попомни мои слова. Менты хуже душегубов. Но не хуже мясорубок. Блин, Катя там осталась, получается. Какая грусть. И вот это все. Вот так вот. Из глубины, чебуреки, там, вот так вот это все. То есть мы снова скатились вот в это вот. Что? Апха. Да уж смешного. Да, тяжелый так. Петров, друзья, на учет. Ага. Ой, знаем. Но смотри. Я вас... Да, Рил, окей, хорошо, тогда мы идем спасать Катю. Тогда мы идем в гараж спасать Катю. Блин, сейчас снова будет мясо, поэтому... Да. Поэтому давай, там, если у тебя кушанье, то ты их отставь, потому что сейчас будет фарш детский. Не могу сказать, что мне нравится. С уверенностью не могу. Наверное, это нормально. Да, давай, смотри, я попробую мышкой навестись на слово. Потом попробую кликать вокруг. Потом попробую на пробел. Если ничего не заработает, значит, я не знаю. У меня несколько раз слетали сохранения. У меня вылетало какое-то странное окно с каким-то кодом. Чего у меня только не было с этой игрой. Но это происходило в моменты до релиза, где-то за несколько часов я проверял. И у меня вот это происходило. Сохранения слетали несколько раз. Хотя... Я видел, что у разработчиков спрашивали, будут ли сохранены сохранения, им сказали, они ответили, что да. У меня произошло не так. Поэтому, да я не хочу я ничего смотреть. Можно не смотреть? Так. Вот, видишь? У меня нет действия. Автомобиль. Какой нахрен автомобиль? У меня есть только осмотреть. Вот, все. То есть я осмотрел, теперь могу говорить. Ну окей, хорошо. Окей, побитовали и погнали. Ржавый хлам. Ржавый хлам. Оказывается, это место капец какое унылое. Я себе Какому потише такому сделаю. мудаку пришла в голову идея перевозить гараж с места на место. Потому что я знаю, что будет. Пошли отсюда. Да, Давай догоним Бяшу. Ему Да-да. крепко досталось. Да. Так, вот это вот все. Обожди Романыч испугался. Я тоже недоволен. А я еще более грустный, чем он. Естественно, мясорубка. Естественно, обратите внимание на связанность. Очень с увлечением кто-то связывал. Я не помню, как это называется, но это не связывание обычного человека. Это связывание увлеченного человека. Кстати, у нее... ну подожди, она могла сжимать ноги, типа двигать ноги в коленях. То есть она, по сути... В этот момент могла бы, попытаться чуть как бы ногами толкнуться и вывалиться с этой коробкой-то невысокая. Ладно. Это все, допустим... Скорее сюда! Лирика. Так, сейчас дурачок нажмет. Дурачок нажал. Черт, я сейчас... Жесткая, конечно, жесткая. Так, я буду жать на слово в первую очередь. Ну вот. Я жму на спасти. Ну вот. Если ты сейчас видишь то, что происходит... все, окей. Ну что произошло? Короче, вот это у меня вылазило. То, что ты сейчас увидел на экране. Ну и фарш. Понятно, да? Давай еще раз. Может, не надо нажимать? Вот это дерьмо у меня вылазило несколько раз. Но не на стримах. На стриме первый раз, до этого было. Окей, давай я один раз нажму и руки уберу, потому что я продолжил нажимать. Я переустанавливал игру. Игра стимовская, купольная. Я не знаю, что происходит. Ну, что-то происходит. Давай мотанем еще раз очень быстро. И я один раз нажму и уберу руки. Потому что вчера на стриме у меня вообще, по-моему, кнопка не светилась. Я нажимал, ничего не происходило. Что-то в этом моменте сломано. В моей версии, по крайней мере. Окей. Так, давай еще раз. Давай догоним. Один раз жму, руку убираю. Слушай, обожди. Ну и привет разработчикам, конечно. Деньги заплачены, блин, ё-моё. Ну что такое? Что за сервис? Ты слышишь? Хрустальный сервис.
Да-да-да, еще раз вот это вот все. Все, не тороплюсь. Один раз жму. Черт, И выключи! начинаю молиться. Не работает! Помоги мне! Давай. Погнали. Один раз нажал, руки убрал. Вот, пошла кнопочка. То есть нужно много раз нажимать. Я жму много раз на пробел, на кнопку жму. Сильно, очень быстро жму. Я как бес жму просто на кнопку, вокруг жму. У меня ничего не работает. Аллилуйя, ё-моё. Катя завывала сквозь кляп. Но мясорубка не отпускала, мясорубка питалась. Вот этих сцен у нас не было вчера на стриме. Так, окей. Я закричал, увидев, как лезвия наматывают, ну понятно, сплюснутые лохмотья сплюснутых ног. Но это жестко, еще раз посмотреть, конечно. Я закричал, увидев, как лезвия наматывают так ноги. Ноги теперь напоминали измолотые колготки. Теперь кожа торчала, в багровом сиропе плавали коленные чашечки. Ну, короче, более подробное описание. А чё, они не смогли вдвоем ее вытянуть? Она весит-то килограмм 40. Я тянул Катю и чувствовал, что проигрываю. Спасти. Окей. Окей, я снова быстро жму. На одну и ту же кнопку жму. Очень быстро жму. Пробел жму. Все жму. Окей. Мы снова тащим. Лезвие раздробили таз. По сути, у нас не было только сцен. Текст весь был. Катя выла на безумной ноте. Глаза полопались. Тоси-боси. Очень неприятно. Я извиняюсь, кому это неприятно. Так, хотя это всем неприятно, наверное. Вот. Получена ачивка клубника. Чё? Я поднял полароид, рукавом вытер слезы. Какой нахрен полароид? Нам нужны доказательства. Полароид? Мне кажется, я только что случайно нажал на какой-то полароид на кат-сцене. Ну, в смысле, на фоне. Лезвия доживали кости. На одном из стальных зубов повисла отхваченная косичка. Я прицелился, поймал объектив, в объектив резинку и с пластмассовой клубникой. Да? Этого не было. Класс. Чё за фигня? Прикол. Секретные материалы, ачивка получена. Коса отправилась внутрь мясорубки и намотала... И махина замерзла, булькнув напоследок. Ни хрена себе. А вот такого я ни у кого не видел. По-моему, только что произошел абсолютно уникальный контент. Я походу... Блин, придется еще раз пересмотреть, я извиняюсь. Блин, мне кажется, чатеры седые будут уходить. Я взял горсть снега, запихнул в рот. Короче, походу я случайно за собой... Я обычно мышку увожу за вебку, чтобы тебя она не бесила. Я случайно, походу, нажал на какой-то полароид. Либо это было зашито в моменте, когда, типа, надо было спасать. И открылась возможность сфотать доказательства. То есть, получается, мы в последней главе сможем еще в этот ящик с доказательствами доложить. Да? Правильно? То есть, у нас сейчас вообще ни хрена себе. Секретный материал получен. Второй, кто получил? Охренеть, это уникальная ачивка? Давай посмотрим. Секретный материал. Так, подожди, я хочу редкость посмотреть. Стоп. Я тебе сейчас скажу. Ты не увидишь, но я тебе скажу. Секретный материал есть у 6% и 0,9% людей. Это самая редкая ачивка. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Короче, если ты это видишь, тебе повезло на 6,9%. Уникальный материал. Горжусь. Ты молодец, что пришел. Хорошо, и мы переходим к самому вкусному. Так, Катю мы спасли. Теперь переходим к выборам. Получается, вот здесь мы только что примем с самого начала, да? Да? В Стиме, я тебе просто говорю, вряд ли кто-то стримил пиратку. Я думаю, это все стимовские версии, поэтому
Steam фиксировал 6 целых всего %. Я случайно абсолютно ткнул, я не увидел этого вообще. Я ткнул куда-то в нижний правый угол, там, где моя вебка, и случайно попал на фотоаппарат. А откуда он там вообще-то оказался? Это был Катин Polaroid, мой Polaroid. Мы выиграли Polaroid, но нам его ни разу не показывали, что мы его носим. Ни хрена себе! То есть я должен был на сцене с мясорубкой еще по краям смотреть. Справедливо, разработчик. Ладно, все, окей, принимаем. Едим конфету. Я вынул из груды сладости на полу самую аппетитную конфету. Поел, и ё-моё, цветные кадры наконец-то для превью. Надкусил молочный шоколад, таял во рту. С выбором вас поздравляю. Веселитесь в этот час. Вау, магия из Vampire Survivor. Я желание исполняю, сокровенный для вас. Точно? Ты лжешь. Антон, смотри! Вау. Ну я надеюсь, что это хотя бы шоколад. Так. Смотри, я вся в шоколаде. Личико сестры было перемазано шоколадом, а я уже собирался сделать ей замечание. Но слова застряли в горле. Видимо, вместе с мясом. Елка выросла. Гигантская ель устремилась к звездам и исчезла где-то в космосе. Ее венчала круглая луна. Хорош. Красивый кадр. Гигантская ель устремилась. А можно погромче, в конце концов. Себе. Огромные шары сияли на ветвях. Гирлянды переливались всеми цветами радуги. Крыша исчезла, и над нами раскинулись мириады звезд. Мириады созвездий. И звезд тоже. Музыка, смех, аромат, хвои и сладостей. А рядом плясали медвежутка, волчик и совушка. Ну мы знаем, кто они. И снежинки падали задом наперед. Я засмеялся, потрогал пышную позолоченную мишуру. Все по-настоящему, не по-детски. Это что? Это она? Это охренеть, Оля. Это просто охренеть чё. А вы тут не про Небыляндию случайно говорите? Yes. Про Небыляндию. Да. Это и есть Небыляндия? Да мы тут сами своего рода Небыляндия. Так. Алиса манерно поклонилась. Ё-моё. Шары переливались и мерцали, и моя душа мерцала им в унисон. И, кстати, проверь лайк, пожалуйста. Я становился зимним волшебным лесом. Что? Я становился зимним волшебным лесом, мягкой, ласковой хвоей, всеми созвездиями сразу. Добро пожаловать домой. Нифа себе какая анимация. Побежала. Так. Вот где всегда был мой дом. Снег искрился и слепил. Такая. Оля кружилась в танце, схватив по конфете в каждую руку. Что это было? Волчонок жонглировал киндер-сюрпризами. Ты видел? Я видел. О, Сега лежит за вебкой, но ты не видишь. Ладно. А, тут много Сега. Или Nintendo, или что это вообще такое? Петр, здорово. Наконец стрима пришел. Молодец, красавчик. Да, я видел. Приставка Тетрис, куклы, трансформеры лежали под елью, словно их грузовиками свозили сюда. Это все наше? Это все вам не поможет. Вот в чем проблема. Я понял, что тоже танцую, и ответил на... Что? И ответил, не прерывая движений. Многовато для нас одних. Я бы поделился с кем-нибудь. Да, Ты? поди жопа треснет несколько раз. И вдоль и поперек. Так, какие-то дети стояли у кромки опушки, зачарованно глазея на праздник. Эй! Какие-то дети? Какие-то дохлые, может быть. Я прыгнул через всю поляну и плавно приземлился возле них. Хотите с нами? Я чувствую, да.
Костя, привет. Да, ты опоздал. Блин, Костян, там есть уникальный контент. Мотай на 10 минут, на 20 минут назад. На 10 минут назад. У-у-у. Это что, городские подъехали? В тильных пуховиках? Спрашивайте. Дети взяли за руки, и я повел их в цепочку к подаркам. Не было ничего лучше, чем вести кого-то к тропинке, по тропинке к мечте. Праздник по-настоящему наступил. В каждом празднике, как в красивом яблоке, была червоточина. Есть скоротечность, его скоротечность. Червоточина в виде скоротечности, ага. Но здесь под лапками величественной ели праздник не кончался никогда. Ой, да, я счастлив. Я счастлив. Я безумный. В небе взрывались грандиозные фейерверки, озаряя танцующих. Давай запишем это. Это прекрасный дубль. Ух. Глаза увлажнились, напружинились мышцы. Я запрокинул голову к луне и закричал от переполняющих меня эмоций. Счастлив, зайчик? Я в шоке вообще, что здесь творится. Я прыгнул до звезд и кувыркнулся. Мой крик слышала вся Небыляндия. Счастлив! Не, ну класс. Так. Я проснулся с улыбкой впервые за долгие дни, проведенные в новом доме. В этот раз счастье не отпускало, и, наслаждаясь им всем телом, я сладостно потянулся. За окном, радуясь яркому январскому солнцу, весело пели красногрудые красавицы-снегири. Их чириканье дарило мне надежду, что однажды лысый лес за окном вновь обратится в райскую кущу. Кущу? А на радость родителям и сестренке. Детский топот ног и собачий лай наполнил коридор. Собачий лай? Мы в глюках живем, да, теперь? Дверь в мою спальню широко распахнулась, обдав меня теплым ветерком и ароматом свежезаваренного кофе. Жужа, это ты? На пороге стояла светящаяся от счастья Оля, в ее руках непрерывно ерзала, виляя хвостом, Жулька. Умилительная Жулька. Реально Жулька, да? Они решили подарить ей старую собаку. Старую пиданую собаку. Ладно. На пороге стояла светящаяся Оля. Ага. Тоша, гляди! Папа разрешил ей остаться! Да она все равно скоро умрет, она старая, посмотрю, седая. На глазах сестры выступили слезы радости. У меня теперь есть собака! Ты же даже лучше, чем брат. От столь потрясающей новости я даже подскочил с кровати. Да ведь это же Жулька. Сам ты Жулька! Ее зовут принцесса. Я Жулька, да. Да, ваше высочество? Yes. Собака одобрительно кивнула, понимая Тук-тук. человеческий Можно язык. к вам? Yes. Таблетки забыл. Когда таблетки давно забыл. Когда потерял таблетки. К моей полной неожиданности улыбающийся папа переступил порог и, более удивительно, в обнимку с мамой. Где обнимка? Как тебе пополнение? Автор, где обнимка? Автор, я не слышу хруста безе. Как тебе пополнение? Нормально. Мне эта дуреха под колеса бросилась, еле вырулил. Дуреха, малеха. Машину поцарапал, думал, голыми руками удавлю. Так и чё ты? А заглянул ей в глаза. Они такие, как бы сказать... Бесячие. Умные. Да шо Во! ты? А сама дрожит вся. Ну, конечно. Ну, говорю, ладно, доедешь со мной до дома и сиденье не обгадишь, тогда оставайся. Так. Принцессы не гадят. Не гадят. Фотку мы сохраним, Косимус. Сохраним. Сохраним фотку, я потом перепройду после стрима. Принцессы не гадят, говорят, но это не точно. А вот это точно психоделическая сцена, зная контекст. Так. Чего замолчал? Давай, продолжай. Чего продолжать? Жрать конфеты? Мама хитро посмотрела на папу. На папу. Тот покраснел, отвел взгляд, словно дети, ей-богу. А еще из хороших новостей. Ваш папа получил повышение.
А кем батя работал, кстати, я не в курсе. Грешно, конечно, радоваться, ведь старший бухгалтер пропал все-таки. А, старший бухгалтер пропал. Так, я не крал. Но, как говорится, нет худа без добра. Я не крал. Это значит, тебя чаще не будет дома? Yes. Это значит двойную надбавку плюс премии. Хрена себе. Правильно, Карина. Так что готовьтесь. На следующей неделе нас всех ждет семейное путешествие. Так быстро получишь зарплату? Красавчик. От этих слов мое сердце забилось сильнее. Оля даже выпустила дворняжку из крепких объятий. Неужели в Макдональдс? В Небыляндию, черт побери. Скажешь тоже, Оль. Бери выше. Мы давно уже планировали эту поездку, да все не получалось. На Луну? Вы уж простите нас, ребятки. Куда полетим-то? Мама кулачком смахнула слезу. Да ладно тебе, Карин. Все в прошлом. Точно? В общем, собирайте чемоданы, летим в Диснейленд! Точно, Глюк. Я тебе говорю. Я не слышал такой фразы за 30 лет. От радости мы с сестрой запрыгали до потолка. К нам присоединилась раззадоренная громкими речами собачонка. Ура! Of course. Диснейленд! Диснейленд. Yes. Прямо из этой избы с обоссатым забором и прям в Диснейленд. Нас восторженный визг целиком заполнил дом. Пронеся по чердаку и в водосточной трубе, облетел двор и скрылся в сверкающем белизной лесу. А вместо с ним ушло и страшное слово на букву «Р». Я поклялся навсегда запомнить этот день, когда с родителями наконец-то спали маски, пренебрежение с родителей спали маски, а под ними оказалось лица людей, которых мы всегда любили и знали. Лилия Павловна все еще не вернулась в школу из-за пропажи Кати, поэтому сегодня я выспался и шел засветло только к 3-му уроку. Проложенная тропинка вела к чернеющим домикам на фоне белоснежной равнины, где из дымоходов уже валил сизый дым, пахнущий березовым и сосновыми поленьями. Крепкий ночной мороз окончательно спал, задремав под солнечными лучами, а на белых шапках крыш заиграли ледяные искры. Я остался уверенный, что сегодня никто не в силах испортить мне настроение. Ни грусти, ни жалости к себе из-за Полины, которая наверняка уже вовсю делилась с Ромкой грандиозными планами покорения Вены. Все кануло в небытие. Это та часть нашей истории, где Рома с Полиной. Откуда-то протяженно замычала корова. Я выпал из секундной неги и вернулся дальше, хрустя снежной периной под подошвами. Снова Оксимирон. Высоко над головой плыли косматые облака, в чьих очертаниях угадывались милые сердцу силуэты зверят. На, собака. Внезапно мне в голову прилетел пушистый снежок, и девичий смех наполняющий звон колокольчика на весеннем ветру коснулся моих ушей. Я обернулся в ожидании увидеть ее, мою дорогую проводницу в сказочный мир грез, горячо любимую и обожаемую Алису. Опаца. Но вместо девочки-лисицы на протяженной дороге позади стояла Полина с неизменным скрипичным футляром в руке. Опять Петров ворон считаешь? Да. Она заразительно засмеялась и, побежав вдруг, бросилась мне на шею. Я опешил, утонув в сладком аромате ее духов. Ну, это точно же вот это вот все, да? Что с тобой? У нас сейчас все будет хорошо, а в конце мы найдем себя в канаве дохлым. Она смущенно улыбнулась, я увидел блеск в ее васильковых глазах. Дедушка мой, он Что? снова может ходить, представляешь? Ну, естественно. Странно, что он не помолодел на 50 лет. В это даже сельский врач не верил, а он будто назло ему встал и пошел. Не, интересно, мы сейчас вообще в сознании? Это самый счастливый день в моей жизни, Антон! Она зарылась лицом в мою грудь, сцепила руки на шее, словно я был для нее больше, чем просто друг. Я взволнованно начал озираться. Полина, нас могут увидеть. Так. Из-за Пятифанова беспокоишься? Ну, конечно, я же сыкун в этой ветке. Брось ты это дело. Его и след простыл. Он пропал?
Я все-таки его скормил этим извращенцам. Я недоверчиво отодвинул Полину, пытаясь понять, розыгрыш это или правда. Ну ты чего, не веришь, что ли? К нам вчера, буквально ночью, старший лейтенант Тихонов приезжал. А реально? Так и так, Бяша потерялся, а вместе с ним и дружок его Ромка. Так, это окей, ага. Мимо нас прямиком в зимний лес прокатились лыжники. Полина склонилась ко мне поделиться шепотком, не упуская спортсменов из виду. Как я поняла, во всех этих исчезновениях Тихонов подозревает Пятифанова. Рил? Ладно. Да ладно. Шоколадно, Антон. Я сама в шоке. По слухам, у Ромки того. Совсем шарики за ролики заехали. Ты думаешь? Да я, в принципе, и не удивлена. Что ты имеешь в виду? Ты что имеешь в виду? А ты не знал? Он из проблемной семьи. Да, а у нас, конечно, было все радужно все Даже это время. думать не хочу, что творилось у них дома. Да мы вообще ничего не знаем про их дома. Бяша вообще откуда? Из капусты? Мы вообще ничего про него не знаем. Ромка всегда казался мне чрезмерно жестоким, но это без повода озлобленным на всех подряд. Теперь чернота, что была у него внутри, выплеснулась через край и загубила множество невинных детских душ, даже его собственную. В это было сложно поверить, но глядя на Ромку, я чувствовал, что приблизительно так все и кончится. Вот, а ты еще мне его сватал. Да, я свата. Ну, странная ситуация, действительно. Как вспомню. Ну, не стреляй, не стреляй. Прости, пожалуйста. Действительно. Она махнула рукой и улыбнулась. Кто старое помянет? Кто старое помянет, тот вспомнит про мясорубку. Получается. Как бы еще и бездомные дворняги тоже исчезли. Ну, одна исчезла уже. Не жизнь была бы, а песня. Дай я угадаю, сейчас все дворняги исчезнут. Я с подозрением взглянул на Полину. Да шучу я! Ведь тогда я боялся, что исчезну и я. Пойдем скорее, а то опоздаем. Куда? А, в школу. Полина схватила мою ладонь и весело смеясь попросилась на дороге. И с каждым шагом, с каждой смешной шуткой позабытое тепло обволакивало мое сердце. Позабытое, ага. Всеобъемлющая влюбленность вернулась ко мне и казалось, что уже никогда меня не покинет. Сейчас точно будет какая-то грязь, да? Перед входом в класс я попытался отпустить руку Полины, стесняясь, что одноклассники будут дразнить нас с женихом и невестой. Но Полине было словно все равно, и она только сильнее сжала мою ладонь, отворяя дверь. Я действительно, избавившись от коварной Катьки, бессердечного Ромки и ехидного Бяша, наш класс словно излечился от паразитов, стал дружелюбнее и отзывчивее. Никто больше не смотрел на меня залитым злобой глазами залитыми. Некому было харкнуть в меня кусочком жевательной бумаги, тяжелой бумаги, через полый корпус шариковой ручки. Я сел за свою одинокую парту, когда рядом уселась Полина. Меня это несколько удивило. Она была такой очаровательной, что я мог бы назвать ее своей музой. Подхваченный волной вдохновения, я вытащил из рюкзака альбом для рисования. Облизнул грифель карандаша и, не выпуская из поля зрения свою модель, мадмузель, она вновь улыбнулась мне. Что ты задумал? Что ты задумал, шестиклассник? Работает профессионал. Так. Давай смотреть. Ничего себе! Я наметил будущие контуры обворожительного силуэта. Хорошие линии. Знаешь, я часто наблюдал за тобой отсюда. С улицы в окно. Она бросила взгляд на свою бывшую парту, смущенно убрав за ушко локон. Правда? Да. Да. Несколькими широкими линиями я обозначил миленькие скулы. Или маленькие, миленькие, да. Хорош. Мне еще никогда не удавалось такой точностью взять пропорции чего-то лица. Анимешненько получается. Полина. Что, Антон? Она замерзла, боясь неверным движением помешать мне развеять волшебство. Наклонись, пожалуйста, сюда. Туда. Вот так, да, хорошо. Вон туда.
Воу-воу-воу-воу. Задыхаясь от волнения, Полина расслабила узелок шейного платка. Я Воу-воу. всегда хотел тебя нарисовать. Воу-воу-воу. Стример лает. Не надо. Воу-воу. Наши глаза встретились. О, Антон. Смотреть без звука. Ой, смотреть без... Смотреть без изображения. Без смс и регистрации. Так, ну красота же, чё? Я бы так не смог. Карандаш носился над бумагой, яростно штрихуя тени ее груди. Естественно. Скажи, ты согласна стать героиней моего комикса? Блин, я говорю, он комиксы мог бы сращивать. Нифига себе, ё-моё. Класс. Да блин, что за кадры? Чё рисуете тут? Сладкая дрожь пробежала по ее телу, она томно закатила глаза от удовольствия. Что происходит вообще? Мы тут рисуем или что делаем? Я не понял. Да! Хорош. Как долго я ждала этих слов, милый! Вот это слова. От напряжения грифель карандаша не выдержал и, щелкнув, разлетелся на мелкие осколки. Хорош. Мистер Хайт, ачивка получена. Я не мог поверить, глядя на рисунок. Что сейчас будет? Вау, слоумо. Фу-фу-фу. Страшно становится опять. Ужасная маня смотрела на меня. Там, где секунду назад было лицо Полины, сейчас нарисовалось бесформенное месиво. У меня под волосами мурашки. Просто представь себя в этой ситуации. Я всегда вот этого боялся, знаешь, когда ты о чем-то думаешь, знаешь, а потом представляешь, что ты ловишься на мысли, что ты не в реальности. Это же... Когда ты не можешь управлять разумом. Мне очень страшно в эти моменты. Мне кажется, люди, которые сошли с ума, они в таком страхе живут. Это не точно. А еще ты когда-нибудь был в школе без детей? Попробуй. Тебе не понравится. Особенно вот вайб. Я не сразу понял, что сижу за партой в пустом классе. Просто представь. И он такой сидит, рисует в темном классе один. Я просто... Что происходит? Крипипаста подъехала. Пылинки летали в лунном свете. Раз, два, зайчик, мясо. Написано на доске. За окном была ночь, и куда-то подевались одноклассники. Полина, ощущение эйфории. Типа Полина тоже исчезла. Нет, Полина это ощущение эйфории. Короче, там запятая, не знаю. На доске кто-то написал мелом считалочку, но стер часть слов. И считалось лишь раз, два, зайчик, мясо. Дурацкая ухмылка сползла с моих губ. Я стал ощупывать себя за запястье, тишина была оглушительной. Во рту стоял привкус болевоты, в ушах звенело, как от нескончаемого вопля, полного отчаяния и ужаса. Эй, кто-нибудь! В такие моменты мне хочется плакать. А лампа, слышишь, как у гаража звучит? В коридоре роились тени. Я шел мимо заколоченных классов. Воу! Да блин! Да что это такое? Зачем так делать? Это нечестно. Это неправильно. Мимо заколоченных классов, мимо пятен гнили на стенах серебристой паутины. Окей, разработчики отдали дань стримерам и блогерам, ютуберам, которые помогли игре прославиться. Очевидно, я вижу здесь всех вот этих вот ребят, мужчин, женщин, девочек, дяденек, тетенек, пареньков и просто красавчиков. И, конечно же, мы все тоже им должны благодарны быть. Но где моя фотка? Ладно, все, успокоился. Если ты кого-то знаешь, ставь лайк. Как ты можешь кого-то из них не знать вообще? Если ты кого-то не знаешь, то я не знаю, что ты вообще. Ты вообще что игры смотришь тогда, если не знаешь? О, Куплинов! А все? Ты больше никого не знаешь здесь? Ну, ты подумай, конечно. Пауки быстро перемещались под потолком. Цирк Шапито, кстати, в углу. Ты не видишь. Лампы тревожно мерцали. Ошеломленный я стал напротив доски объявлений. К портретам Семена и Кати добавились сотни других фотографий неизвестных мне людей. Черно-белые распечатки клеил одну поверх другой. Жуткий коллаж из детских лиц глядел пропавшими глазами. Не в силах выносить пытку этих внимательных дыр, я выбежал из школы.
Бой. Походу мы в каком-то альтернативном мире. Есть такое? По двору на дорогу, где шуршала пороша. Это лето, да? А, нет, это все еще зима? Офигеть, все в листочках. Ни людей, ни машин, ни птиц. Низкие облака задевали дымоходы. Это, походу, вот так видят мир эти демоны, да? Есть такое чувство. Окна словно закрасились чернилами. Фотографии пропавших облепили столбы и заборы бумажной шкурой. Не только детей, но и взрослых. Кажется, все жители поселка стали черно-белыми призраками и снимались на снимках с пометкой «Разыскивается». Я брел в тишине по умершей улице. В некоторых домах были выбиты стекла, и ветер хозяйничал, рыская по комнатам. Да, здесь будет по всем веткам стрим. Егор, короче. Егор, привет. Входные двери качались от его порывов. На штакетниках висели детские курточки, их рукава шевелились, тянулись ко мне. Пустой поселок, пустая оболочка. Что здесь случилось? В переулке затарахтел, опрокидываясь, мусорный бак. Что-то промелькнуло в оконных проемах обугленного сельмага. Я побежал прочь от закопченного фасада. За колодцем утробно зарычало. Я ускорился, стараясь не замечать тьмы во дворах, в кровавых собачьих будках, покосившихся сараях. Луна показалась из-за обломков. В изнуряющей тишине что-то пронеслось над головой. Словно кукурузник пролетел с кровли на кровлю. Меня накрыла огромная тень. Я рванул направо в надежде, что меня не заметили. Небольшой зеленый дом впереди — мое убежище. Это дом Полины, кстати, да? Ну, вроде. Сходя с ума от страха, я рванулся к ближайшей избе. Спасибо, нубмастер. Но мы пока еще не будем. Мы, я думаю, дожмем сегодня все ветки. Я толкнул калитку и, пригнувшись, засеменил к крыльцу. Я надеюсь, только не скример, пожалуйста. Я тут точно останусь здесь тогда навсегда. Готовься пугаться. Да блин! Дернул за ручку двери, дверь оказалась не заперта. Но это похоже на место для скримера. Я бы не пошел в этот дом. Ну, погнали! Ай, твою мать! Мне не нравится. Инвалидное кресло выехало из темноты. Антон, короче, дорогой чатер, если на тебя из темноты выезжает инвалидное кресло, это повод для того, чтобы развернуться и уйти. Можно быстро. Инвалидное кресло выехало из темноты, едва не задев меня, покатилось, стуча колесами по ступенькам, и застыло у яблони. Знаешь, что мне не нравится? Мне не нравится знать, что сейчас будет скример, и продолжать жать на кнопку. Я проводил его округлившимися глазами и снова посмотрел в дом. Серьезно? Ты такой... Ладно, пойду туда дальше. Коридор потерялся во мраке, пустые рамы в стенах, стекло на полу. Есть тут кто? Да, Антон, там кто-то есть, кажется. Кажется, сейчас я умру сам. Ответом было рычание. Ну, не, окей. Это не тот скример, которого я ждал, по крайней мере. Из-за угла в конце коридора высунулась косматая лапа, а следом страшная морда с горящими глазами. Огромный разожравшийся зверь выполз на брюхе, извиваясь как гадюка, но он едва вмещался в коридоре, в коридорное жерло. Короче, в коридор, блин. Протискиваясь, скобля когтями половицы. Челюсти клацнули капканом в сантиметре от моего лица. Чудовище застряло в проходе. Ё-моё. Лапы били по стенам, слюна брызгала из пасти. Не, ну это не скример, честно говоря. Я развернулся, уносить ноги из кошмара. Естественно. Горбатый филин, но это типа отожравшиеся демоны, да? Приземлился у калитки, закрывая дорогу, клюв щелкал неустанно.
Сбоку вспучился сугроб, и нечто похожее на гигантскую землеройку вылезло наружу. Я упал на колени и словно молился этим древним созданием. Из темной норы выползала скалящаяся в улыбке тварь, драпированная грязным лысым мехом. Так, это Алиса? Ее хвост, лишь позвоночник, в ошметках сухожилий волочился сзади. Тело существ ужасно искажалось, и я решил, что схожу с ума. Кто-то стучится в дверь, да? Они то казались мне маленькими, то размером с ребенка, то вытягивались выше любой опустевшей избы. Людоеды нависали надо мной, а в их чревах непрерывно что-то копошилось, как будто искало выход наружу. И чем больше они взирали на меня, тем шире становились их перекошенные улыбки и лики смерти. Тем шире становились. Как же славно мы пировали. Ну, походу, они съели всех, да? И разожрались. Язык показался мне черной скалопендрой, длиннее моего предплечья. Мерзкое насекомое пробежало между бритвенно-острыми зубами и провалилось в бездонную пасть, способную проглотить весь мир. Сочное мясо. Как их уничтожить-то вообще? Хлеб пожрали, так и будем впредь. Уже даже на медведя не похоже. Какая-то тварь из Doom Eternal. В их речи не было ничего человеческого, лишь звериный рык да птичий свист. Но я понимал каждое слово, как если бы мы говорили на одном языке. Как жаль, что ты не поспел за нами, зайчик. А я сам-то вообще Антон? Или я так же плохо выгляжу? Не смог укусить луну. Вы обидали меня, предатели. А, реально. Я тоже демон. Ну да, я говорю, мы в мире демонов. Так он выглядит, походу. Сам не захотел есть свою семью. Жалкое мясо, никчемное мясо. У нее под клювом зубы. Хорош. Ты ничтожен, братец. Меня от тебя тошнит. Да нас всех, знаете ли, от вас тошнит. Позор! Позор! Это волчок, да? Понял. Неописуемый ужас объял меня, когда хохочущие звери потянули ко мне свои когти. Как вдруг нечто, притворяющееся лисой, громко залаяло. Глупцы! Его черед нести угощение. В смысле, снова? Я вас и так уже откормил. Вы охренели, что ли? Пусть исполнит предназначение. Мы завтрашней ночи ждем места. А иначе... Так там нет уже никого. Мы все сожрали. Твари. Иначе. Если согласен, жми, пиши иначе в чат. А иначе что, псы? Иначе мы съедим всю твою семью. И там, походу, нет никого уже. Вы уже всех съели. Дома доедайте. Монстры образовали вокруг меня кольцо и завертелись в хороводе. Я закричал. Немножко Б3 по тебе. Ё-моё. Мелькали глазища, клыки, когти, сливались в вереницу пятен и клякс. Вот тебе еще немножко Б3-па. Ое.
А, ну вот, наконец-то мы побили копытом озимь. Морда лисицы вылезла из мельтещащих пятен, в которые превратились души зверей. Для обоссанной козы. Вопль отчаяния, мой вопль, загудел по закутанному вымершему поселку. Слушай, ну вот этого саундтрека я не помню, кстати. Класс. Вопль чирак, ага. Так, вопль уже про... Круг разомкнулся, и я бросился на утек. Будто неся в охотничьи селки. Будто несся в охотничьи селки. Моя голова трещала, в ней танцевали, врезались друг в друга, падая, поднимаясь, снова пуская в пляс уродливые образы. Взмахивали крыльями, лезли мне в лицо, клювали и слюнявили слюнявыми пастями. Орали и прыгали так, что кровь вот-вот пойдет из ушей от грохота и криков или внутреннего давления, раскалывающего череп. Куда длинная ветка? Шапка сбилась на глаза, отчего казалось, что небо скособочилось, будто готовая рухнуть крыша. Чисто бесовщина. Снег, как побелка, сыпался сверху. Преследуемой стаей я бежал по пустым улицам, по окоченевшему миру, оглядываясь, и никого не видел за спиной. Нет. Ну да. Захмурившись и шарахаясь, зажмуривался и шарахался от их ритуальных плясок в моем пылающем сознании. Ну, тут и эпилепсию можно схватить, кстати. Прижал ладони к ушам, чтобы заглушить их шум. Чтобы голова не разорвалась. Пока, нуб-мастер. Рассвет я встретил в дебрях леса. Живой. Вот так заканчивается. Ну хорошо. Хорошо, но непонятно. Я не понял. Получается, мы можем по предыдущей ветке дойти до конца, да? До титров. Вот по той, которая первая. И по вот этой. По какой, да? Где мы едим сладости и откисаем. А если мы возьмем сладости вот здесь? Мне кажется, скорее всего... Мы просто чуть-чуть немножко по-другому свалимся в ту же колею, да? Ну прям настолько сильно. С выбором вас поздравляю. И до свидания вам. Всем счастья желаю. Да, походу, типа, в какой бы момент времени ты не съел сладости, сокровенный для вас. ты скатываешься вот в эту концовку, где тебя глючит, штырит, плющит и цветные заставки. Антон, смотри! Я смотрю. Я хочу скрин, где Алиса, Оля, и Оля что-то говорит. Вот. Ща. Вот. Вот это хочу. Все. Вот на этой цветной ноте мы сегодня сможем закончить с тобой этот стрим прекрасный. Лайкосик поставить не забудь, естественно. Так, что хочу сказать по зайчику. Зайчик класс, красота, супер, круть. Я не находил пистолет в машине у отца, кстати. А что, есть? Мы перепройдем еще раз всего зайчика, возможно, в ускоренном темпе, не читая все метафоры. Во-первых, мы пройдем... Да, нет, короче, рассказываю Психопатычу и всем остальным, кто не в курсе. Ветка с Полиной проходится от начала. Если проходить ветку, если пытаться сделать ветку Полины с 4 главы, она не работает. Чтобы ветка Полины заработала, нужно выбирать Полину в 1 главе, по-моему. И потом идти дальше, выбирая Полину. И тогда будет ветка с Полиной,
которую мы с тобой, кстати, посмотрим, возможно, уже на следующем стриме. Я так понимаю, там не так много событий, поэтому, вероятно, следующий стрим будет довольно коротковат. Скорее всего. Вот. Ну а на сегодня все. Подписывайся на канал, паблик, Steam, Instagram, комментируй, ставь лайки. И до встречи на следующем стриме. Пока!